Девчонки, привет! У нас сегодня вот тут вот презентация. Презентация домашнего цветения. Замечательной орхидеи, любимицы всех. Вы знаете название этой красотки. Это Wild Cat, дикий кот. Сейчас я вам поближе ее покажу. Посчитаем цветочки, корешки посмотрим, листики посмотрим. И я хочу заменить сверху на поверхности мох, потому что уже очень-очень слежался. В общем, девчонки, приглашаю вас посмотреть, поухать, повздыхать, ну и немножечко поработать. Друзья мои, вот мой красавец кот. В этом году он цветет на 2 цветоноса, каждый из которых разбудил, видите, почечку. Здесь 2 бутончика еще не распущены. В общем, вот такое вот наше скромное цветение, но яркое, пестрое и радующее взгляд. Девочки, этому коту моему у меня дома уже исполнился, ну, уже 3-й годик, в общем-то. Нарастил он листиков. Я знаете, что хочу? Я хочу убрать вот этот старый, видите, мох. И когда смотрю вот на это зрелище меня печалит. Сидит он у меня уже года 1,5, наверное, точно, в смеси коры и керамзита. И, в принципе, все его устраивает. 1, 2, 3, 4 пары листиков. Вот эта пара листьев наросла в прошлом сезоне, летом. Вот такая тыльная сторона. Ложится он у меня, потому что он хочет смотреть в окно. Посмотрите на тыльную сторону цветочков. Немножко с зеленцом. Новые цветочки с зеленцом. В общем, цветет этот красавчик очень долго. Девочки, вот здесь у основания была вот такая вот изначально при покупке вот такая черная точка. Я за ней наблюдала. В итоге она... Ничем я ее не мазала. В итоге она подсохла, и так вот она на листе и осталась. Что это было, я не знаю. Короче, вот так вот. Растем, цветем, растим листики, цветем, девчонки, постоянно. Доращиваем, доращиваем, он не угоманивается. Было там буквально, может быть, какие-то пару недель, когда он был вообще, ну, там с одним каким-то оставшимся цветочком, а так постоянно в цвету. Очень красивый, нарядный, замечательный сорт. Корней нарастил, девочки, целую кучу. Я даже не заглядываю, что там у него в горшочке. Сейчас я вам попытаюсь достать. Там на дне водичка. Я вчера так немножечко пролила его кипяченой водичкой. Ну, не только его, все. Так, девочки, сейчас я поставлю на держатель и 2 руками вытяну. Девочки, сказать, что он на мокрых пяточках, ну, я не знаю, там просто водичка стекает. Я не ставлю себе целью. Ой, смотрите, давненько я его не вытягивала. Да, там уже зелень. Но могу вам сказать, девочки, что там корней целая куча. Видите? Очень много корней. И знаете, что ему понравилось? Ему понравился вот такой вот микс керамзита и коры. Вот ему это понравилось. Могу вам сказать, что он долго очень адаптировался. Можно сказать, что просто стоял и ничего не растил. Так, надо пойти кашпо это помыть. Но это я уже потом. Сейчас с вами пообщаюсь и помою кашпо. В общем, девочки, мне нравится этот красавчик. Думаю, что вам он тоже нравится. Очень замечательный, нарядный. И я не скажу, что он прям супер прихотливый. Вот смотрите, вот цветонос старый. Я его обрезала, он как бы начал желтеть. Сначала он остался, я его, думаю, пускай будет. Думаю, может, что-то там он изобразит. Но ничего не произошло. Я его обрезала, вот он так его не зазеленил, так вот он торчит зеленым. И он дал
Вот видите, один цветонос вот выше пазухой. И на этом цветоносе, так, вот на основном 4 цветочка, на дополнительном 2 бутончика. Вот видите, вот почечку разбудил. А второй цветонос с другой стороны, он дал, ну, в принципе, практически в том же уровне. Новый цветонос тоже вот разбудил почечку. Нижнюю очень низко разбудил. Здесь 2 бутончика пока. Ну, пока не продолжает. Пока 2 бутончика. Здесь вот почечку выше разбудил. Вообще 1 цветочек. По-моему, я один... было бы 2, я 1 бутончик снесла. И вот основной цветонос пошел. Здесь, в общем, он, короче, на этом цветоносе разбудил все почки. Видите, вот одну, вторую, вот тут третью. В общем, все почки, какие были, он разбудил. Но на всех этих разбуженных почках он дал по 2 цветочка. Вот по 2. Тут 2, тут было бы 2. И здесь тоже было бы... Ну, вот они и есть. Вот 2. Тоже 2 вот этих вот. Вот, что я держу. А на основном вот здесь 6 бутошков. Ну, сказать, что сильно пышное цветение, я не скажу. Может больше, но в этом году немножко поленился. Хотя этот букетик мне тоже очень-очень нравится. В общей сложности получился букет 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Букетик на 15 цветочков. Кто-то скажет много, кто-то скажет мало. Ничего, девочки, тут рядом стоит у меня в банке мох. Это я вот хочу сейчас убрать старый и положить ему новенький. Хочу немножечко его, так сказать, побаловать, повеселить и сделать доброе дело. Ну что это? Видите, как мох со временем превращается вот в такие вот безжизненные тряпочки. Высыхает, но он так сильно прилипает к корневой, что прям не знаю. Вообще мне не нравится вот такое вот, когда происходит. Сейчас аккуратно, где смогу, уберу. Много корней обожженных поливочной водой, где-то может с удобрением. Девчонки, как я за ним ухаживаю? Ну, вижу, когда он просыхает, но в принципе там вода испаряется. Но бывает, что я просто достаю и эту воду выливаю сверху ему. Хочу вам еще сказать, что в период адаптации, вот тут видно и в этот период, вот видите, какой маленький листик такой, не очень аппетитный. Вот это вот был период адаптации, и он такой маленький-маленький листик выгнал по сравнению вот с этими более крупными листами от садовника. И потом, когда уже адаптировался, ну где-то полгодика ему понадобилось, если не больше, он уже вот эту верхушечку вырастил. В общем, корни потом, вот он стоял, девочки, вот не пугайтесь. Не знаю, как у вас, а он у меня стоял, прям вот ничего не хотел делать, ничего не растил. Ну, по-моему, цвел, да, цвел. И потом уже, когда адаптировался, все ему подошло, и он тогда начал уже потихонечку вот занялся листиками, потом пошли в рост корешки, в общем, и все у него стало прекрасно и замечательно, чему я неслыханно рада, потому что, кстати, вот сейчас, девчонки, я что-то котов не вижу. Ну, я сейчас на завозы не попадаю и, ну, в принципе, котов не встречаю. Не знаю почему, как сказать, что редкость нет, но вот не вижу я котов. Очень плотный такой цветочек. В жаркие летние месяцы у меня он не такой яркий. Он более такого, у него больше в белое уходит. Больше в белое. Сейчас больше, конечно, такого темного окраса. Больше бордо. Бурячок. Бурячок. Ну, очень долго держит листочки, бутончики вот такие у него, проглядывается рисунок на бутончиках. Замечательный сорт. Девочки, не ароматит. У кого нет котов, кто интересуется, не ароматит. Он, так сказать, дарит эстетическое такое, знаете, удовольствие глазками. Смотрим глазками. Нюхать бесполезно.
Ничего не унюхаете. В общем, девчонки, вот так вот. Такая красопета у меня распустилась. Очень красивый, очень замечательный. Чем-то вот на него смахивает ягуар. Вот есть что-то похожее. Как-то была у меня такая идея прикупить ягуарчика к нему в парочку. Ну, потом думаю, ладно, пускай будет котик. Лист такой плотный достаточно, тургор хороший. Девочки, ну, насчет любит попить. Я даже не знаю, что вам сказать по прошествию 2,5 лет. Сказать, что он прям вот я его там заливаю. Ну, посадка обыкновенная. Ну, я не вижу, там где-то мох просматривается, ну, фрагментами. Вот это, видимо, смесь, там посажен он, ну, знаю, что там много, удельный вес большой керамзита. Как-то вот что-то я там намешала. Давно это было. Я не хочу его сейчас трогать, пускай растет. Вот ему нравится, я его трогать не буду. То есть вот я вижу там, что сверху корни, может быть, когда уже вообще пойдет верхний ярус корней, когда он подрастет. Но пока я вижу, что его все устраивает. Он даже не пророс туда во внутренний горшок. Вот из дырок, кстати, вот ему там, видимо, настолько комфортно, но я не вижу, чтобы он, знаете, как обычно орхидеи, корни со всех там вот этих дренажных отверстий, они норовят вылезти. Нет, он нормально себя чувствует. Еще вот у него вот эти первые фласочные листочки даже не желтит. В общем, вот так полила сверху чуть-чуть. Вижу, там уже прокапывает снизу, я уже его не трогаю. Думаю, что вот эти испарения, которые там незначительные остаются, то есть я не выдерживаю прям пяточки, вот чтоб ножки, чтоб там сантиметр. Нет. Пролила и все. Да, вижу, что верхний уровень суши корней, нижний более влажный. Тут даже видно, что они такие зелененькие. Но я вчера поливала. Но смотрю, он листья в тургоре, цветы держит. Ну что еще желать? Что еще желать? Вот сейчас немножечко заменю мох. Вот тут у меня прям такой, видите, зелененький. Вот так в банке мох стоит. Давно я его покупала, еще летом, даже в начале лета. И вот он так у меня хранится, там чуть водички туда ливанула. И вот он растет там. Растет себе, да и нормально. Это я, кстати, красноватый, это я с какого-то вазона взяла, там, где Максимом брызнула. А тут вот сверху вообще, он, смотрите, какой зеленый аппетитный мох. Вот сейчас я его туда ему и положу, потому что он на меня еще обидится, что я его, короче, не забочусь об этой красоте. Немножко ему будет здесь влажновастенько. Может быть, какой-то фрагмент мха попытаюсь туда засунуть, протолкнуть в горшок, чтобы мне нравится, когда мох начинает в посадке расти. В общем, девочки, вот такую вот красоту. Пишите про своих, что там, как вы цветете, как пышно цветете, хотите цвести, не хотите цвести, нервы мотаете, не мотаете. Не, ну мне нравится. Девочки стоит, главное, ж не сказала, никакой подсветки у него нет. Вот такая вот березка, как у меня вот здесь. Стоит он у меня в другой комнате на березке, ну от окна где-то сантиметров, наверное, может с полметра. 50-60 сантиметров от окна. Летом притеняю, потому что он даже у меня загорел. Видите, такой желтоватый вот это вот он загорел. У меня летом, у меня же южная сторона, и солнце, будь здоров. Нам главное пережить октябрь и ноябрь, ну декабрь. И он нормально он, ему хватает от окна, вот так вот, от окна ему света хватает. Вот видите, как он тут каскадит. Не по-детски. В общем, я его тут как могла прицепила, уже аккуратно вкручивала, нашла палочки от других орхидей. Его палочки уже где-то, я не знаю, где они. И я вот так вот, видите, прицепила, чтобы немножечко поддержать. Ну, в общем, я не рассчитывала прям на супер-супер сумасшедшее цветение. Я думаю, ему надо достигнуть возраста, наверное, 5-летнего, для того, чтобы уже шли большущие каскады. Ну, должна быть соответствующая листовая масса. Хотя я вам говорю и сейчас, тут с этой стороны даже 5 пар. Раз, два, три, четыре, 5.
Ну да, раз, два, две, 5 пар листьев. Ну, думаю, чем больше пар листьев, а ну-ка, здесь у меня есть даже вот эта пазуха, например, девчонки, видите? Вот он отсюда еще не процветал. Вот пропустил что-то он. И здесь, по-моему, не процветал. То есть есть перспектива. Чем больше пар листьев, тем больше мест, откуда будут расти цветоносы. То есть как бы на перспективу. Поэтому для того, чтобы орхидея цвела на большое количество орхидей, цветов и цветоносов, для этого надо большое количество листьев. Ну и, конечно, когда цветоносы отцветают, я смотрю, если она сама начинает его сушить, цветонос, то я его ближе туда, где-то сантиметра полтора, обрезаю ближе к шее. А если она оставляет его, не сушит, то я до первой спящей почки обрезаю. Но вот видите, в этот раз у нас так не получилось. У нас в этот раз как бы вот цветонос начал сушиться, я его обрезала и все. Но я даже, честно говоря, я и довольна, потому что тот цветонос старый, он был в ту сторону. И представляете, что это было? Два цветоноса сюда. Не, ну может быть он потом, можно было бы, если бы он притянуть его сюда, то есть был бы большой букет, но он так не посчитал нужным. Такой язычок у него, девчонки, прикольный, классненький. Ну, хорошенький, хорошенький, мне он нравится. Красоту еще тот. Не зря мы все его любим, за то, что у него вот такой плотный лист, вернее, цветок плотный, ну, лист тоже должен быть плотный. И, девочки, не залейте его. Я понимаю, что все говорят, что он любит попить, но не залейте, не перестарайтесь. Ну, у кого-то хорошо они растут в закрытых системах. Просто, ну, закрытую систему я, девчонки, побаиваюсь, потому что я могу залить. Я могу залить. Здесь такая как бы система, ну, двойной горшок. Вот дырочки насверлила давно уже. Уже он тут сидел, и мне что-то стукнуло в голову, надо его проветрить. Я взяла паяльник, и там, где еще не было корней, я вот так в хаотичном порядке наделала ему дырочек. В общем, старалась изо всех, ребята, сил угодить. Ну, вроде как, тьфу-тьфу-тьфу, пока все в порядке. Пока дарит цветение, особо не капризничает. Стоял возле Golden Beauty, которая у меня с трипсами. Я когда обнаружила, у меня был вообще шок. Почему? Потому что я говорю, все, если эти заразы перекинутся на кота, я им этого не прощу. Но, слава богу, тьфу-тьфу, не было ни одного покуса, но я его тоже обрабатывала. Всех, кто возле Golden Beauty стоял, я всех обработала. Не знаю, ну это было еще летом. Наверное, раза 4. У меня как август, у меня трипсы откуда-то налазят. Но мне кажется, они и есть, просто популяция их разрастается именно вот когда у нас в августе начинает такая погода, ну жарко у нас очень, и трипсаки прям, они активируются, и они начинают сумасшедшими темпами размножаться и все сжирать. Мне кажется, что их невозможно вывести так, чтобы вообще их не было. Так, девчонки, все, я вас отпускаю. Спасибо, что были со мной. Сейчас я только положу мха и покажу вам, что вышло. Хочу здесь ему такую, знаете, шапочку сделать. Навести красоту. Ну, що це оце воно таке нещасне. Но я близко к шейке не буду сильно мох запихивать, я так с краешку. Ну, он все равно, конечно, высохнет, но чтобы было ему приятно. Приятно и уютно. Хотя говорят, если вот эта часть сильно увлажняется, то корни из посадки могут начать стремиться наверх. Вот к этому. У меня так было с биглипом с одним. Я когда его вытащила, смотрю, у него вот корневая вот с этой стороны. Вот, ну, как под верхом. И говорю, странно, здесь, значит, нету корней, а корни вот здесь. А оказывается, я здесь много мха наложила. И они все развернулись и начали вверх расти. И вот так вот штакетником из горшка росли. Я вообще не могла понять, а потом до меня дошло, что тут влага все время. И я постоянно пробрызгивала. И они туда как бы начали стремиться вот под верх расти. Все, девочки, сейчас я не прощаюсь, сейчас я сделаю тут работку, вам покажу результат.
Девочки, я взяла пинцет, потому что, ну, пальцами тут, руками невозможно вытянуть этот старый мох. Он вообще ужасный. И тут насорила, конечно. Но ничего, уберу. Вот так достаю вот эту вот старью. Да, девчонки, надо менять периодически. Ну что это вообще уже. Он уже отслужил. Свою функцию выполнил. Так, и сейчас новенький положу. Так, вижу тут керамзит сверху, пеностекло. Да мне просто интересно, во что я его сажала. Я уже не помню. Ой, мама дорогая, сейчас, девчонки, вот так вот поубираю. Из-под корешков повытягиваю. Вы тоже меняете мох? Как часто вы меняете, девочки, вот эти шапочки? Ну, у меня не сильно большие шапочки, не везде. Так, сейчас надо здесь подлезть. Подоставать. Ну, вот это вообще, вон, видите, он какой уже. Бе. Я вообще, ну, как бы не люблю вот это, когда он сохнет. Очень не люблю. А постоянно брызгать тоже ж не будешь брызгать его. Бегать с пульверизатором. Ну, сейчас по возможности поубираю. Что я вам там показываю, не знаю. В общем, девочки, все, продолжаю. Взяла свеженький, растущий. Буду сейчас укладывать его. Он вообще, конечно, ну, он со временем тоже станет такой, знаете, как и предыдущий. Вот такой вот станет. Ну, вот у кого нет возможности мох покупать живой, используют такой вот сухой. Он размокает, если он правильно высушенный. Девочки, я вот так вот пинцетом сейчас ему. Конечно, хотелось бы, конечно, чтобы он там как-то начал свой рост. Ну, навряд ли. Это я уже много хочу. Много, Аня, ты хочешь. Ой, вот так, конечно, симпатично. Но к шейке близко мы не будем подбираться. Потому что, чтобы не это вот, не развести слякоть. Так. Сейчас пинцетиком попротыкаю. Ай. Красопета. Да что ж такое? Не сильно и хочет получаться. Сейчас, девочки. Все, друзья мои, вымыла кашпо. Водичку вылила. Ой, ему сверху. Боже, какой же ты тяжелый уже становишься. В общем, вот такую красоту получился у меня. Вот так, девчонки, я ему насыпала. Наложила мха. Девочки, вы там такие шапки сооружаете. Я видела прям огромные. Но я много не ложу. Я вот так вот сверху. Не сильно. Оно же потом все равно высохнет и станет колом. Вот это зелененькое станет желтеньким. Ну, какое-то время оно. Думаю, на годик хватит. Надо, наверное, раз в год. Ну, кто как. Девочки, напишите, вы как часто мох меняете. Раз в год, раз в полгода. Вот так вот мы преобразились. Получили мы новую шапочку. Там, конечно, корни сверху. Их тут наросло, не заправишь. Ну, вот так, уже как могу. Так, вот так, девчонки. Спасибо за помощь. Общими усилиями мы с вами поменяли ему верхушечку. Совсем другое дело. Совершенно другое дело. Все, девочки, привет вам от нас. Всего вам самого наилучшего. Мирного неба, крепкого здоровья, благополучия, веры в будущее, в прекрасное. Все будет, как говорится, зашибись. Ой, не могу. Девочки, последний цветочек открылся. Такой клевый. Все, друзья мои, всех люблю, всех обнимаю. Ни на кого не обижаюсь, не переживайте. Все окей. Пока-пока.